Всем добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Ну что же, как я и обещала, сегодня 12 августа. В принципе, рисовать эту работу можете до конца августа. Идет месяц голодных духов. Вот он еще идет, да, когда очень важно почтить своих предков и поблагодарить их, чтобы была возможность не отрабатывать их ошибки и не платить за них, да, ценой своей жизни, да, а чтобы у нас была возможность жить своей жизнью. Мы с вами сделали несколько работ уже на эту тему, и пришло время собирать плоды. Поэтому я прошу вас записать тему «Моя жизнь в моих руках. Я могу все, что хочу». Или можете написать просто «Я могу все, что хочу», или, идею вы поняли. Каждый из нас знает, что вы хотите, а главное понять, что мы все можем. Очень часто людям не хватает, к сожалению, простой веры в себя. Ну что ж, разогреем наши нейроны и, думая о том, чего вы хотите и что вы можете, можете вы все, что хотите, да, мы пишем первое, что приходит в голову, сразу говорю. А если у кого-то всплывут все же негативные слова, какие-то страшные слова, большая просьба не пугаться, где-то не доработали. Но я думаю, что если вы со мной рисовали «Силу рода», «Я живу свою жизнь», да, вот эти все работы, я думаю, что у вас будут какие-то слова, которые наоборот вас вдохновят, и вы увидите какой-то потенциал. Ну что, готовы? Поехали! Заканчиваем, звонит таймер. Посмотрите на свои слова внимательно. Можете их остановить видео и сравнить с теми словами, которые вы рисовали, но лучше сделать это все-таки после того, как вы закончите работу. Посмотрите на них внимательно, что-то впечатлило, что-то удивило. Может быть, вы что-то заметите и на что следует в глаз зацепится, да? Посчитайте их. Да, чувствую, подарков я сегодня много получу. Итак, я вам схему покажу. Я сейчас вас попрошу найти на листе себя. И вот смотрите, условно говоря, ваш лист, да, вы должны быть чуть ниже самого центра листа, да, и не самый огромный, мы будем рисовать с вами дерево, да. И когда я вас попрошу найти своих 7 поколений на листе,
своих предков, они должны располагаться, соответственно, внизу, ниже вас. Вот, так, я снимаю браслетик. Пора получать все, что мы с вами отрабатывали. Ну что ж, найдите, пожалуйста, на листе себя. Подышите. Все, что вам дано по праву рождения, чтобы мы жили свою жизнь, мы обращались уже много раз к своим предкам. Мы делали колоссальную работу. Найдите на листе себя. Я — это Солнце, я — это центр Вселенной, центр своего мироздания. Прям почувствуйте себя, как вы себя сейчас ощущаете. Можете пронейрографировать. И вверх она пойдет моя жизнь. Это прошлое, это настоящее, да? Здесь вот у нас будущее. Можете сразу округлить, если вы не нейрографировали, все пересечения, которые у вас есть внутри себя. Округляйте с любовью. Вспомните все то, за что вы считаете себя молодцом. Вы просто не привыкли благодарить в первую очередь себя. Это безумно важно. Когда вы начинаете благодарить себя, вы начинаете и ценить себя больше. Есть люди, которые говорят безумно вежливо, они все время благодарят там, других людей, Вселенную, жизнь, да все что угодно, да, но не себя. Себя никогда. Это совершенно забывают, что вы молодец, да, там вы хорошо делаете, может быть, свою работу, может быть, вы прекрасная жена, может быть, у вас какие-нибудь фантастические, невероятные хобби, где вы достигаете определенных высот, и все вами восхищаются. Но даже благодарность от других вы порой не всегда умеете принять. И все это, как мы проходим на челлендже, да, наши установки из детства. Вот такая вот она я. Гармоничная, красивая, идеальная. Мне кажется, правда, у меня какой-то идеальный круг получился. Вот, и что ж, находим на листе 6 поколений. Второе — наши с вами родители. Один круг на одно поколение. Мама и папа, наша связь с эмоциональным миром. Папа также отвечает за отношения с противоположным полом, мама также отвечает за финансы, я вам это рассказывала. Так что если кто еще не делал проработку родителям, поклоны, ждите следующего новолуния и можете начинать. На канале есть практика поклонов. Меняет жизнь просто на 180 градусов. Что ж, можете прям подписать. Знаете, я бы подписала, если желаете, да? Так, третье поколение у нас наши бабушки и дедушки. Обучение, таланты, интеллект, наши возможности интеллектуальные. Я сразу округляю, мне так кажется лучше, потому что меньше забуду, если где-то потом забываю округлить, мне так кажется, что я меньше забываю округлять. Ну, не забываю, а не замечаю. Вот, что ж, это наше третье поколение. Четвертое поколение: прабабушки, прадедушки, любовь, радость, материальные блага, материальные ценности. Это все я вам рассказывала, оно также с планетами относится, да. Родители — это я — это Солнце, родители — Луна, соответственно, бабушки, дедушки — Меркурий, а прабабушки, прадедушки — это Венера. Вот любовь, радость, материальные блага, материальные ценности. Да, денежки я люблю.
Почувствуйте этот круг. Мне прям с ним очень хочется поработать. Еще больше его почувствовать, если где-то что-то недоблагодарила, хочется доблагодарить прям. Ну, мы это еще обязательно с вами сделаем, когда будем все нейрографировать. Чтобы не было никаких выступов острых, никаких уголочков, старайтесь их избегать. 4-е, 5-е поколение, это у нас прапрабабушки, прапрадедушки. Марс — это наша воля, наша энергия, умение добиваться цели, умение побеждать. Можете примериться сначала. Вспомните сейчас все моменты, где вы побеждали в жизни. Это могут быть простые детские конкурсы, если вот, ну, прям совсем ничего в голову не приходит, даже в детском саду. Но вы побеждали. Это могут быть победы над самим собой, может быть, вы взяли какую-то аскезу и держите ее, может быть, вы там строго соблюдаете питание, может быть, вы выполняете ежедневно какой-то комплекс упражнений. Это огромная сила воли, это победа над собой, знаете, тут как бы нельзя себя недооценивать. Так, 5-е у нас поколение. 6-е, наши прабабушки и прадедушки. Юпитер, вы знаете, у нас еще также вообще отвечает за большие деньги. Юпитер — это гуру, власть, авторитет, духовность, знания, мировоззрение. Прям хорошо становится, когда Юпитер приходит. Юпитер — планета расширения, она очень добрая, она очень справедливая. Я вам всегда это говорю, я вообще очень люблю Юпитер. Он правда помогает, он всегда помогает. Конечно, гармония, она безумно важна. Если вы работаете с планетами, да, нельзя, условно говоря, проработать одну, а на остальные как-то... А у меня и так все хорошо, потому что всегда есть лучше, всегда бывает лучше. Так, вам видно? Давайте я вот так вот пока положу, чтобы удобнее было, да? Ну что ж, и 7-я планета, это у нас Сатурн, наша карма, фатум, рок, карма. Вот найдите, где он. Вот здесь вот он у меня. Я, если честно, думала, что он будет как-то поменьше, но нет. Самый суровый. А знаете, здесь наш истинный долг как человека также очень часто упоминается в Писаниях. Есть такое выражение: от судьбы не убежишь, но я вам постоянно говорю, ваша жизнь в ваших руках именно потому, что мы можем влиять на свою жизнь. И работая над собой, со своими эмоциями, со своими мыслями, со своим мышлением, со своим родом и совсем, вы, соответственно, можете изменить свою жизнь в намного более лучшую сторону. Опять же, чтобы, если вдруг кто верит в какие-то там дальнейшие воплощения, да, еще что-то, ну, чтобы вам заново не давали этих ошибок. Если кто не верит, ну, элементарно, очень простой, яркий пример. Женщина выходит замуж,
муж оказывается не очень хорошим, да, она не проходит урок, встречает еще одного такого же, еще одного, ну и в итоге тотально абсолютно несчастна. Вот, нам это с вами не надо. Вот. У нас, можете, кто очень хочет, вы видите, да, но у нас поле, оно бесконечно, лист он бесконечен, он не ограничивается листом формата А4. Что ж, посмотрите, какая у нас, так, шестой тут перепутала. Посмотрите, какая у нас фантастическая корневая, мощная корневая система получается у нашего дерева. И сейчас мы будем вести нейрографические линии снизу вверх, собирая все то, что можно взять, все таланты, все радости, энергию, авторитет, духовность, вот все мы с вами начнем поднимать вверх в пушистое дерево через себя в наше будущее, чтобы наше деревце принесло нам наши плоды. Старайтесь проводить как можно больше линий, и если у кого-то не такая огромная корневая система, ничего страшного. Кто-то, кто не знает своих там предков, например, эту работу можно делать, вы можете представить это все в своей голове. Когда вы были маленьким ребенком, вы наверняка фантазировали и четко знали, как выглядят там ваши мама, папа и все. Сейчас мы ведем нейрографические линии от своих корней, от своих предков, через себя и поднимаем ввысь к нашей жизни, чтобы получить все то, что нам даровано по праву рождения. Но собрать не какую-то карму. Мы с вами все отрабатываем. Мы хотим взять то, что нам принадлежит по праву рождения. Мы хотим взять таланты, мы хотим взять силы, умения, навыки, любовь к прекрасному. Может быть, что-то, что вы не знаете. Нарисуйте свое дерево, ваши мечты, что вы хотите получить в своей жизни, к чему вы стремитесь. Вы можете все, абсолютно все, что вам захочется. Во Вселенной возможно все, и вся жизнь в ваших руках. Вы можете абсолютно все, что хотите. Любые цели, любые достижения. Если это появилось в вашей голове, это все возможно. Очень много линий. Я хочу как можно больше. Спасибо вам. Благодарю вас, мои дорогие родственники. Мой род. Во-первых, мой род выжил. Сколько родов, посмотрите, мы с вами в прошлый раз обсуждали, исчезли с лица земли. А мы с вами продолжаем жить. Проводите нейрографические линии, пока вам не станет достаточно. Я вас очень прошу, думая сейчас о своем роде, когда проводите, нейрографируете какой-то круг, проводите линии через него, думайте, ага, прабабушки там, например, спасибо, дорогая прабабушка, вот материальные блага, и вот прям поблагодарите за все блага, которые у вас уже есть. Потому что когда вы благодарите, вам дают еще больше. Попросите у нее еще больше. Обратитесь к человеку, даже если его еще нету. Своими словами. Может быть, эта бабушка у вас была коллекционером, поэтому вам передалась ее фантастическая вот эта любовь к коллекционированию. Может быть, знаете, есть такие люди, они... Объясню, почему вам это говорю. Мне еще давно, много лет назад, у меня есть очень хорошая приятельница,
Она старше меня, ей там чуть за 60, да, она очень крутой психотерапевт. И говорит такие вещи, которые вот, ну, в принципе, заставляют о чем-то задуматься, и с годами мы стали просто друзьями. С годами мы стали просто друзьями. И вот однажды она мне сказала: ты знаешь, ну, уже просто было человеческое такое общение. Я правда не понимаю, да, там, как можно, например, восхищаться там ювелирными изделиями, да. То есть, ну, я понимаю, но я правда не понимаю, почему ты там страдаешь, если их нету, да, еще что-то такое. Но это вот тебе дано по праву рождения, да, то есть это твои предки где-то любили, и ты умеешь видеть в этом красоту. А я, говорит, нет, мне это не дано. Так что я вам много раз говорила, кто там говорит мне, у меня есть такие знакомые: а зачем мне украшения? А мне не нужны украшения, а я не хочу, а лучше там а, квартиру, еще что-то. Да, но квартиру ты сдашь, будешь получать деньги, да, это все классно, круто. Но себя надо украшать. Потому что когда вы украшаете себя, вы гармонизируете свою Венеру в гороскопе. Потому что когда вы украшаете себя, опять же, любовь к материальным благам, деньги. Деньги нужны. Опять же, откуда у вас деньги придут на квартиру, если вы вот так вот реагируете? Посмотрите, сколько линий у меня на дереве. Поэтому, кто не слышал, не услышал, знаете, бывает, с первого раза не зашло, не услышал, не понял. Но кто не услышал, идете в магазин и любуетесь красивыми ювелирными изделиями. По возможности находите в них все то, что вижу в них я. Совершенство, красоту, попробуйте желать это все, и очень быстро у вас это появится. Знаю, звучит, может быть, как-то слишком материально, но мы живем в материальном мире. И все сейчас из вас, каждый на моем канале, хочет исполнить свои материальные желания. Округляйте аккуратненько, с любовью, чувствуйте эту благодарность. Почувствуйте, может быть, как вы где-то побеждали, да, Марс у нас, бабушки, прадедушки. Где вы побеждали? Я в детстве занималась там, я жила в удаленном городке России и северном, и я занималась ледолазанием, мне это очень нравилось, и все соревнования мои были все первые места, я достаточно хорошо на этом зарабатывала, будучи там 15-летним человеком. Мне есть чем гордиться. Люди очень часто забывают о своих достижениях, но, по крайней мере, за это я могу себя уважать. Опять же, вспомните, где и в чем вы добивались своих целей. Не попробовав один раз и обжегшись, не бросали, а именно добивались. С благодарностью сейчас мы развиваем, вот видите, мы провели оттуда линии в наше будущее, мы создаем новые нейронные связи в своей голове. Может быть, вы сейчас думаете о том, в чем вам хочется достигнуть победы, пожалуйста. Думайте, ощущайте этот вкус победы. Без этой победы, ну а смысл, если ничего не хотеть? Смысл жить, если ничего не хотеть? Хотеть нужно всегда и все, и побольше. А когда мне было 5,
Я очень хорошо это помню, это, пожалуй, стало целью на долгие годы. Я мечтала о красной Феррари. И каково же было мое удивление, когда мне не понравилась Феррари. Но эта Феррари была таким своеобразным маячком, которая вела меня к тому, где я ее в итоге потом нашла. И именно вот это вот желание 5-летнего ребенка иметь большую красную машину с названием именно Феррари, я настолько сильно была в эту мечту влюблена, что все мои другие желания, вот это вот как желание Феррари, да, я научилась добиваться. Да, до Феррари мне потребовалось 20 лет. Но я к ней пришла. Я медленно шла и пришла. Ну, камон, вы сами понимаете, в 6 лет ты не можешь купить Феррари. Но я пришла к ней. То есть, если долго долбиться в одну точку, однажды ты к ней придешь. И однажды все реализуется. Поэтому никогда не останавливайтесь на своем пути. Видите цель, не видите препятствия. Все ваши препятствия, они исключительно в вашей голове. Вы сами своими мыслями их создали. Поэтому наш вот Марс — это умение добиваться целей, умение побеждать. Какое мощное у меня дерево, как сильно наполняют меня потоки предков, мою жизнь всеми благами. Потому что я пришла сюда, здесь, сейчас, чтобы получить именно блага, дарованные мне по праву. Я пришла сюда жить свою жизнь, не отрабатывать чьи-то ошибки, а жить свою счастливую жизнь. Сатурн округляешь, и так вот, знаете, уже слезы радости, вот. То есть не больно, не грустно, а вот именно какое-то такое легкое, светлое чувство благодарности. Вот, понаблюдайте, что вы испытываете. Наблюдайте за саморефлексией обязательно. И наша с вами задача создать новые впечатления. Все в этом мире меняется, точно так же, как и вы изменились с нашей прошлой с вами работы на тему рода. И я в своей жизни могу все. Спасибо моему большому роду за поддержку. Я вас помню. Чем сильнее корневая система у дерева, да, тем это дерево будет мощнее, тверже будет стоять в земле, можно так сказать, да. Посмотрите, сколько новых нейронных связей образовывается. Округляйте аккуратненько. Если где-то не округлили, пожалуйста, не волнуйтесь. И сейчас будет очень классно, когда вы вот рисуете свое будущее, собирая все то, что дано вам по праву рождения, все те таланты, навыки, умения, стремления, какие-то знания, вот в Юпитере собраны фантастические знания, коллективные, эгрегориальные, поколений. Поэтому подумайте, пожалуйста, сейчас, вот когда уже закончили с корневой системой, да, когда идем дальше, когда идем выше, проходим себя, посмотрите, сколько во мне новых нейронных связей образовалось, какая сейчас химия происходит в вашей голове.
Наблюдайте за саморефлексией обязательно. Посмотрите, что из этого вы можете вынести. Дышите. Мне кажется, что это дерево у меня отчасти ассоциируется с дубом. Вот такой же мощный, такой же сильный. Посмотрите, насколько он яркий. Дуб — это вообще вековое такое растение, вековое древо. И теперь я прошу вас посмотреть на вашу работу. Ну и где она, ваша жизнь? Где ваши цели? Где ваши мечты? Посмотрите на них. Где ваши все желания? Наверное, вот здесь вот мне... Мое желание всегда, по сути, перекликается с другими, да, я желаю жить счастливо, я желаю жить в богатстве, процветании, мне это очень важно. На дереве начинают созревать плоды. Где вы видите свои плоды? Про что они вам говорят? Округляйте, пожалуйста, пересечения. Какой-то огромный прям плод растет в моей жизни. Прям вот древо жизни какое-то такое, да, хочется прям прочувствовать как можно сильнее. Где еще? Посмотрите, может быть, сколько плодов вы насобирали, к чему вас это ведет? Где вы побоялись, где недолюбили, где не обучились, где постеснялись, где не поверили? И такие люди, которые не верующие в себя, очень часто становятся достаточно агрессивны и обвиняют людей в том, что те живут, как им хочется. Так вы тоже так можете. Живите свою счастливую жизнь. Теперь вы наглядно видите, что есть плоды, есть то, что принесли вам ваши родственники, то, что принес вам ваш род, то, что даровано вам по праву рождения. Вы всем этим можете пользоваться. Это нельзя потерять. Нужно найти ключ ко всем своим талантам, ко всем своим возможностям. И этот ключ в ваших руках. Сила рода — колоссальный ресурс. Пользуйтесь им. Точно так же, как однажды ваши потомки будут обращаться к вам. И вы им точно так же поможете. Нарисуйте свое вот это вот древо. Вы все можете, вам не нужен кто-то другой. И вы можете жить свою жизнь. Тайны, которые были в вашем роду, их можно оставить тайной, но просто принять, понять. Вот здесь вот у меня еще больше идет. Какой-то не очень ровный, но... И очень важно сейчас связать все
Знаете, люди очень часто бывают так вот, уходят в себя, в безопасный мир, не используя все то, что дали бабушки, дедушки там, и другие предки, уходят, замыкаются в себе, не живут свою жизнь, закрываются, замыкаются от мира. А наша с вами задача, потому что только социум, да, то, где мы живем, может нам дать реализацию. Найдите все ресурсы, которые вы видите. Все, что вы можете, найдите. Я могу все, что хочу. Вот цель. И древо, оно туда дальше куда-то у меня уходит. Можете лист добавить. Оно не ограничивается листом А4. Найдите весь этот восторг. А сейчас я вас прошу связать все это. Посмотрите, даже на моем поколении, вот у меня ресурс какой-то образовался. Всем видно, да? И сейчас я вас прошу связать все это с социумом. Не надо бояться людей. Хотя я первая, кто... Я вам уже говорила, да, обрывает все связи. Но надо лучше предоставлять дверку открытой. Округляйте все, что можно округлить, и посмотрите, пожалуйста, как меняется ваше состояние, когда вы провели линии в социум. Мне стало спокойно. Мне стало не страшно. Почитание предков в этот день именно особенно важно. Такой месяц бывает один раз в году, и вот сейчас именно середина этого месяца голодных духов. Посмотрите, ничего ли вы тут не видите? А я вам скажу, что вижу я. Посмотрите на реальность, ну вот на настоящее время и на вот этот дар. Я могу все. Может быть, еще вы где-то что-то видите. И мне не перегружена работа. Вообще, ни разу. Я думаю, сейчас мы добавим цвет. И мне безумно нравится. Мне становится так хорошо. Берите все, что можете. Берите все, что хотите. Это вам дано по праву рождения. Вы можете абсолютно все, что хотите. Вы пришли в этот мир жить свою жизнь и чувствовать себя счастливыми. Так зачем же вы ходите несчастными? Зачем вы допускаете себе эти какие-то мысли ужасные?
Огромный потенциал, что я вижу, просто колоссальный потенциал, фантастический, невероятный, и я всем довольна. Ну что ж, переходим к цвету. Что бы я хотела, с чего бы я хотела начать? А начать я бы хотела все-таки с нашей корневой системы. Видите, коричневый пришел. Где-то не увидели, вот то, о чем я вам говорила, где-то не увидели, что-то не округлили, вы можете возвращаться к этой работе. К работам можно возвращаться, к работам нужно возвращаться, если есть желание. Но я вам еще раз повторюсь, я придерживаюсь того, что лучше отпустить бабочку в небо. Понаблюдайте, как вы себя будете сейчас ощущать, когда вы придете. Вот здесь вот прям еще видите какой-то ресурс, но я уже не буду его отмечать. Понаблюдайте, как вы себя сейчас будете ощущать, когда вы придете когда вы внесете цвет. У меня колоссальные какие-то вот потоки огромные, потенциал идет. Берите цвета, которые хотите. Где-то потолще, где-то потоньше. Только, знаете, единственное, что бы я бы хотела сейчас ярко-ярко отметить себя, а потом уже вернуться к цвету. Мне сейчас вот пришло, что мне это очень важно. И если вам кажется важным что-то сделать, я вас очень прошу это сделать. Я, солнышко, куда же без тебя? Волнуюсь, чтобы вам всем все было видно. И вот посмотрите, как будто на самом деле второй круг находится практически идеально в центре меня. Что-то внутри меня изменилось. Вот буквально сейчас, пока мы делали эту работу с вами. И вот сама сказала, не спешите менять цвета, и ушла. Но вы, пожалуйста, чувствуйте, если у вас пошла рука, если вы вошли вот в этот поток, чувствуйте его, ловите его. Лучше поймать, чем пропустить, и создавайте новые впечатления. Проживайте сейчас все свои желания. Я могу все, что я хочу. Дышите этим. Я думала, более спокойная, какая-то мягкая будет работа, какие-то мягкие цвета. Пришел красный, победа, победа, уверенность, спокойствие, и все получится. У меня не вызывает красное ощущение спокойствия обычно, но сейчас другое дело. Так, и я, пожалуй, если вы не против, я вернусь к своему коричневому и доведу свои корни.
Причем от Сатурна пошло. Вот если так посмотреть, 7-е поколение было, 4-е, 2-е. Я ушла на себя. Наблюдайте, про что вам это. Может быть, вы ощущаете сейчас какое-то присутствие, какую-то поддержку внутри. Поблагодарите. Поблагодарите высшие силы. Ваша благодарность меняет жизнь. А вот когда будете работать с кроной дерева, тем более со всеми плодами, которые уже пришли, вы можете вот даже, посмотрите, сколько всего я могу. Сколько всего я хочу, и все это я могу. С родом работать нужно. И каждый раз при проработке у вас скрывается слой за слоем. Представляете, люди жили целую жизнь, а вы работаете, условно говоря, час или там 40 дней, да, когда вы делаете практики. А люди прожили целую жизнь, поэтому обращаясь снова и снова, опять же, не забывайте тайны, у всех есть тайны. Опять же, не забывайте, что скрывается слой за слоем, и вам не всегда и не все хотят сразу показать, потому что зачем-то это скрыли, зачем-то это сохранили. Так, теперь я хочу наблюдайте, что вам хочется. Где-то тяжелее становится морально, кому-то вдруг, кто не делал предыдущие работы, кто хочет сейчас, у кого сильные какие-то там травмы были, да, кому-то может захотеться плакать, поплачьте. Слезы — это очищение, к тому же Луна у нас уже убывает, и я вам говорила о том, что если вы не избавитесь от чего-то сами, вас заставят. У вас все равно отберут то, что уже себя изжило, и поэтому лучше сделать это самим. Мне хочется добавить радости какой-то, что ли. Света. Я озаряю своим светом весь свой род. Свет у меня большой. Свечу я ярко. Моя благодарность моему роду. Я живу свою жизнь. Я больше не плачу ни за чьи ошибки. Я наслаждаюсь своей жизнью. И в своей жизни я могу все, что я хочу. Так, и теперь я бы хотела поиграть с какими-нибудь зелеными красивыми оттенками. Мне очень нравится мое дерево. И плоды на нем, конечно же. А вот видите, пришла с зеленым, пришла с деньгами, называется, к тому, что уже есть в моем настоящем. Собирайте эти плоды, вы можете все, что вы хотите.
Не спешите менять карандаши, может быть, как-то еще идет. Посмотрите, сколько денежек зреет. Послушайте, я не, правда, не меркантильная, и до сих пор я вижу, как меняются ваши жизни, да, я вам говорила, я вам за это очень благодарна, за ваш фидбэк. А, и я говорю все время о деньгах, да потому что мы живем в материальном мире, потому что мы носим одежду, которую покупаем за деньги, мы ездим на транспорте, который стоит денег, мы едим еду, которую мы покупаем за деньги. Кто мне скажет, а мы в огороде вот там посадили, а вы в огороде что посадили, на что вы купили рассаду, а тяпки, которыми полите. Поэтому, кто так говорит, пожалуйста, работайте со своими блоками. Welcome на наш челлендж, он очень крутой, и я вижу, как меняются жизни людей. Поэтому, а жить мы хотим в удовольствии, в радости. Все-таки листва или деньги, но у меня все желания, они такие, да, образование очень качественное, очень хорошее, хочется. Любая там школа, она стоит денег, любые книги стоят денег, выглядеть хорошо, спорт, одежда. То есть, поэтому относитесь к этому вот смелее. Вместо того, чтобы в чем-то себя ограничивать, да балуйте вы себя. Балуйте. Поверьте мне, вы намного больше дивидендов принесете своим потомкам, и им не придется вот это вот сейчас отрабатывать. И я в восторге от своих желаний, от всего того, что я могу. А могу я абсолютно все, что я хочу, поэтому смелее. Собирайте свои плоды, все, что можете. Смелее мечтайте, смелее хотите. Хотите в ресторане покушать, хотите пирожное съесть бегом. Понимаете, одно маленькое действие, как не позволяла себе никогда в жизни поставить коробку конфет и съесть ее одна. Поверьте мне, это действие изменит кардинально вашу жизнь. Все то, что мы хотим и до сих пор почему-то вдруг не имеем, это говорит лишь о том, что вы не позволяете себе это иметь. А сейчас вы наглядно видите, что вы можете абсолютно все то, что хотите. Абсолютно. Я могу все. Я могу жить свою прекрасную, счастливую жизнь, наслаждаться ею. И все прекрасно. Работы, которые вот, знаете, как бы это сказать, с родом, они такие очень многослойные, они могут показаться тяжелыми, но вы посмотрите, сколько в них красок, сколько в них яркости, сколько в них возможностей. Много цветов. Так, извините, у вас в роду 127 человек или сколько там?
Конечно, много цветов будет, а как вы хотели? Наблюдайте, я радуюсь. И все такое наполненное, столько, столько возможностей, столько цветов, столько ощущения счастья, я бы сказала. И у меня действительно очень мощная корневая система, где я сливаюсь. И вот они аж заходят в меня, все эти плоды, которые падают уже на меня. Посмотрите, понаблюдайте за своими ощущениями, понаблюдайте, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы изменить свою жизнь. Поддержка рода вы заручились, да все у вас есть. Вопрос вашего желания и вашего разрешения. Сейчас хочется прям добавить еще чуть-чуть. Вот какой-то круг, вы помните, я вам о нем говорила? Какой-то ресурс, что-то, что я еще могу, и даже на поле не помещается. Ну что ж, вот оно мое древо. Я все могу. Я могу все, что я хочу. Берите, пожалуйста, цвет любой. Мы будем вести линию поля и находить фигуру фиксации. Я вас прошу линию поля здесь вести очень внимательно. Мы будем вести ее снизу вверх. Нам очень важно запустить вот эту вот энергию. Чувствуйте, я могу все, что я хочу. Вы заручились поддержкой всего рода. Весь род вам дает все силы. Посмотрите, сколько всего образовалось, сколько всего вы можете. Вот они уже, вот они, ваши достижения на земле лежат. Ручку протяни, подойди. Одна, две, три, четыре, 5 линий, больше не надо. Чтобы род меня всегда поддерживал, чтобы все их таланты, все... Вот, как-то так. И фигура фиксации, найдите ее на листе. Где горит? А горю даже не я, а горит он. Про что он мне? Точно так же, как про что вам ваша фигура фиксации. Найдите ее, ощутите, почувствуйте и поблагодарите, обязательно поблагодарите свой род. Напитались энергией. Округляйте все, что можно округлить, все пересечения.
А я вас благодарю. Я желаю вам получить все то, что вы желаете. Ставьте свои лайки, пишите свои комментарии и делитесь, пожалуйста, впечатлениями и изменениями в вашей жизни. Если кто-то хочет поблагодарить меня за классный контент или угостить чашечкой кофе, все реквизиты есть в описании под видео. Я желаю вам счастья. Пока-пока.